you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые планарные внутриканальные наушники от компании Sivga и стоимостью $296. И приходят эти наушники в небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется логотип компании и указано название этой модели Nightingale Pro. Ну а здесь сзади уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает планарный излучатель диаметром 14,5 мм, а чувствительность составляет 107 дБ, и они получили низкое сопротивление 16 Ом. Но тем не менее на раскачку эти наушники довольно средние. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. 2 набора силиконовых амбушюр. Ну и инструкция по использованию наушников. Эти наушники довольно крупные, имеют овальную форму и были выполнены из металла с использованием настоящего дерева зебрана для лицевых панелей. И также имеется надпись Sivga на обоих наушниках. Но тут у них располагается разъем 2 пин для подключения кабеля, рядом имеется маркировка канала и еще рядом присутствует первое отверстие для компенсации, а второе уже располагается здесь на внутренней части рядом с этим довольно коротким звуководом, который имеет длину 3 мм, диаметр 6 мм и получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был защищен металлической сеточкой с необычным узором. Но сидят эти наушники в моих ушах довольно неплохо, но точно не скажу, что прям идеально. И по большей части это связано с их нетипично коротким звуководом. Вот будь он подлиннее, то было бы вообще отлично. Ну а так по сути держаться они у вас в ушах будут только за счет амбушюр. И если вы их, конечно, правильно подберете, то тогда да, все будет хорошо. Поскольку и со звукоизоляцией у них все отлично. Да и комплектный кабель тоже хорошего качества, и его можно даже не менять. И прослушивать эти наушники сразу именно с ним. Ну а приобрести планарные наушники Sivga Nightingale Pro вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Sivga на AliExpress, либо на их официальном сайте sivgashop.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так очень нетипично выглядит график частотной характеристики планарных наушников Sivga Nightingale Pro. Эти наушники имеют заметное ослабление в области саббаса с чуть более подчеркнутым мидбасом на 3 дБ и с плавным переходом в область нижней середины и последующим аккуратным переходом к области верхней середины, где основное усиление этого диапазона приходится четко на 2 кГц, что дает нам более приятные и естественные тембры. А вот высокие частоты хоть на графике и выглядят довольно странно, но тем не менее на слух все сглаживается и звучит куда лучше, чем измеряется, поскольку они довольно продолжительные и лишь плавно затухают после 15 кГц, что является хорошим результатом. Ну а теперь давайте не будем терять время и лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в Sivga Nightingale Pro это точно не про попытку удивить огромным количеством или басхедным напором, потому что здесь буквально с первых секунд чувствуешь совершенно другой подход, где бас очень ровный, мониторный, максимально собранный и полностью лишен даже малейшего намека на раздутую подачу. Он никогда не лезет вперед, не навязывает себя и не пытается доминировать. Он просто спокойно существует, ровно там, где ему и положено быть. Именно этим он сразу к себе располагает. И по моим ощущениям он упругий, достаточно плотный, но при этом невероятно быстрый. Атака подчеркнутая, очень точная, да так, что каждый удар возникает буквально мгновенно и также уже быстро исчезает, оставляя после себя вот это ощущение чистоты и порядка, поскольку затухание здесь, ребята, реально молниеносное, без каких-то там хвостов и паразитных призвуков. И вот здесь тот самый планарный характер этих наушников ощущается особенно ярко, что более явно уже проявляется на быстрых, ритмичных и насыщенных треках, где бас не превращается в кашу, не смазывает
смешивать текстуры и не перегружает звучание, а наоборот помогает удерживать очень ясную, читаемую структуру и ритмику. Но при всей вот этой планарной скорости и предельно жестком контроле бас не сухой, поскольку у него есть вот этот узнаваемый теплый плавный характер, который делает подачу более живой и музыкальной, добавляя телесности и веса именно там, где это действительно нужно, и ровно в том количестве, которое не выбивается из общего баланса. Хотя, конечно, безусловно, для басхедов этого определенно будет маловато. Ну и в итоге низкие частоты в Silver Nightingale Pro работают именно как основа, аккуратно, интеллигентно и очень уверенно, не привлекая к себе лишнего внимания, но именно за счет этого создавая ощущение собранности, баланса и правильного фундамента, на котором держится уже все звучание. Но средние частоты в Silver Nightingale Pro сразу воспринимаются как очень ровные и спокойные, без попытки давить какими-то лишними эмоциями или утомлять вас излишней энергичностью, поскольку здесь точно нет ни выдвинутой вперед хармоновской подачи, ни какой-то там подчеркнутой теплоты. Эта середина звучит очень свободно, открыто и максимально естественно, за счет чего слушать эти наушники можно долго и без усталости. Но тем не менее, по моим ощущениям, у нее есть умеренная энергия и легкий, но очень приятный холодный оттенок, который не отталкивает, а наоборот подчеркивает характер этой модели. Именно этот небольшой добавленный холодок усиливает ощущение высокой аналитичности, подчеркивает быстроту переходных процессов и общую техничность подачи. Любой звук тут появляется и исчезает очень четко и быстро, без какой-то там размазанности и без лишнего окраса. И за счет этого середина воспринимается прозрачной, легкой и очень читаемой, будь то это тяжелая оркестровая композиция с кучей инструментов или просто какой-то драйвовый металл. И при этом важно отметить, что по восприятию она совсем не пустая и не сухая. Вокал звучит чисто и разборчиво, инструменты хорошо разделены между собой, а каждый образ имеет свою форму и объем. Но все это подается без агрессии и без какой-то там дополнительной навязчивости. То есть середина здесь не тянет все одеяло на себя и не пытается быть главной, а работает как такое связывающее звено между быстрым и собранным низом и общей воздушностью звучания за счет кристальных верхов. Ну и в итоге средние частоты в Silver Nightingale Pro ощущаются очень прозрачными, легкими и открытыми, с отличной техничностью и скоростью, но при этом они остаются музыкальными и приятными. В общем, это именно та самая середина, которую ты не анализируешь прям постоянно, а просто ловишь себя на том, что все звучит правильно, чисто и очень комфортно. Ну а высокие частоты в Silver Nightingale Pro сразу ощущаются как очень детальные и легко узнаваемые по тембру. И здесь отчетливо слышен тот самый планарный характер. Они подаются легко, свободно и очень воздушно, без ощущения какой-то зажатости, скованности или искусственной темной приглушенности. ВЧ здесь чистые, ясные и словно изнутри освещают всю звуковую сцену, за счет чего звук в целом воспринимается таким очень открытым и прозрачным. И лично у меня после прослушивания этих наушников возникает примерно такое же ощущение, какое я получал от полноразмерных планарных наушников Sandy Audio Aivo 2. Здесь словно есть та самая очень приятная легкость, свобода звука и очень ясная и понятная звуковая сцена. И по подаче это реально очень техничные высокие частоты с отличной скоростью и четкой проработкой мелких нюансов. И за счет этого все микродетали, послезвучие, реверберация на фоне, все это читается здесь легко и без напряжения, поскольку ВЧ тут точно не давят и не наваливаются на вас, а словно заполняют все пространство наверху, добавляя ощущение воздуха и свободы между инструментами, благодаря чему различать детали становится уже куда гораздо проще. Ну, конечно, стоит понимать, что из-за такой характерной аналитичной подачи в некоторых треках высокие частоты могут показаться вам ярковатыми и требовательными к качеству записи, поэтому очень плохие или агрессивно какие-то сведенные композиции они не маскируют и могут подать достаточно честно, а иногда и порой критично. И тут я пришел к тому, что эти наушники явно не про сглаживание острых углов и нюансов сведения, и это, друзья, обязательно вам нужно учитывать перед их покупкой. Но вот зато стоит включить уже хорошо записанную и сведенную современную музыку, то здесь высокие частоты раскрываются прям на максимум. Они звучат чисто, аккуратно и при этом безумно эффектно, подчеркивая как техничность, так и объем сцены и общую прозрачность подачи. И в итоге
высокие частоты в Sivga Nightingale Pro — это про детальность, воздух и скорость с характерным планарным тембром. Они делают звук прозрачным, свободным и захватывающим, за счет чего звук в этих наушниках в целом ощущается таким цельным и очень взрослым. Но звуковая сцена в Sivga Nightingale Pro сразу впечатляет своей открытостью и легкостью. Она действительно прозрачная и свободная, и когда слушаешь, вообще создается такое ощущение, что музыка расправляется вокруг тебя, без каких-то ограничений сверху или по бокам. Инструменты располагаются очень естественно, каждый имеет свое место, и за счет этого сцена ощущается такой просторной и комфортной для восприятия. При этом эта сцена имеет реально хорошую глубину, и я сразу ощутил, что все инструменты по восприятию не плоские, а ощущаются слоями: передний, средний и задний план. Все читается, все очень логично и понятно, и при этом у вас нет ощущения какой-то перегруженности или каши. Да и к тому же разделение планов выполнено на отлично. Инструменты здесь никогда не смешиваются в одну кучу, а наоборот они всегда легко различимы, и благодаря этому музыкальные образы становятся уже более объемными и живыми, а благодаря хорошей локализации вам легко определить, где и что находится в пространстве, и при этом эта сцена всегда остается естественной, а не какой-то там искусственной, и вам считайте, что вообще не нужно напрягаться, чтобы различить какие-то детали, поскольку здесь все подано так, чтобы слушать было приятно и очень комфортно, независимо уже от музыкального жанра и самого темпа композиции. Ну и в итоге сцена в этих наушниках ощущается открытой, легкой и очень комфортной, с отличной шириной, глубиной и ясным разделением планов. Это одна из тех сцен, в которой хочется просто раствориться, наслаждаясь ощущением вот этого пространства и свободы, которую дают эти наушники. Ну а вывод у меня получился таков: Sivga Nightingale Pro — это действительно необычные планарные наушники с очень характерным звучанием. Они ровные, в какой-то степени мониторные, сдержанные, но зато с быстрыми переходными процессами и невероятно детальной техничной подачей. Да так, что каждая деталь в музыке подана точно и понятно, а звук воспринимается как очень прозрачный и свободный, но при этом музыкальный и живой. И по моему мнению, это идеальные наушники для тех, кто ценит предельный контроль, ясность и открытость звучания, при этом не теряя удовольствия от прослушивания. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.